привет, народ, меня зовут Алекс. Мы продолжаем проходить игру Звездные войны рыцари Старой Республики, лорда Ситхов. А в прошлой серии мы начали вести расследование по поводу убийства капитана Сулу или Сулю, не помню. В общем, в ее убийстве обвиняют Дагона Гента. Ну, короче, чувака, который должен организовать нам тут все. И чтобы он это все организовал, сначала нужно его из-под следствия вывести. А для этого нужно найти настоящего убийцу, чем мы и занимаемся. Пока расследование немножко так в тупик заходит. Я вроде как поговорил со всеми по поводу этой долбанной башки. И с Ника говорил, с этим говорил, с Голованом говорил, с Твилеком вроде как говорил. Эти не разговаривают. Единственный вариант поговорить вот с этим персом. Вроде как больше не с кем разговаривать. Но вроде бы я с ним и говорил уже или нет, не помню. This room is reserved, off-worlder. Я хотел бы поговорить, давай, короче. If you ask me, she got what she deserved. That Bith keeps buying droids, and the scavengers keep stealing them or blowing. Ты знаешь, какой старьевщик добрался до этого дроида? I wouldn't tell you even if I knew. I could tell you where you could find the parts, though. Я не могу тебе сказать, я не сказал бы тебе даже если бы знал, но я знаю, и я тебе скажу. Это вот так вот звучит примерно. Вроде как он говорит, я бы тебе не сказал, но при этом могу сказать, где найти части. Что за бред? Ты же не хотел мне говорить, даже если бы знал. Но ты знаешь. И хочешь мне сказать. Что-то непонятно. Ты знаешь это? Откуда? That western square has the perfect fence for droid parts. There's a droid vendor called 1B8D. That droid is as dumb as a Gamorrean. He'll buy anything because he's too... 1B8D is quite handy. Quite a few of the slum dwellers make a good living salvaging droid parts. Ясненько, наконец-то мы добрались до сути. Как я уже сказал, тупо, когда ты знаешь, что нужно делать, но не можешь это сделать, пока чертов скрипт не обновит, скажем так, квест. Чтобы появилась нужная ветка в диалоге. Это, конечно, угнетает. Я должен знать, есть ли у тебя части одного из обслуживающих дроидов Бахима. Я не могу знать, есть ли у меня запчасти от Биха... Как его? Бахим. Запчасти Бахима. Но у меня есть запчасти от дроида Бахима. Я могу продать вам запчасти от дроида Бахима. Покупайте запчасти от дроида Бахима. Кто вообще придумал, что дроиды должны все непременно говорить так? Обязательно быстро. И без доли каких бы то ни было эмоций в голосе. Может, он по-разному, с толком, с расстановкой разговаривает. Так, чувак, да. Посмотрим, что ты мне скажешь из этих обломков. Hello there. What is this? Oh my, she's dead. Из-за за кой хрен мне показывать это Ника? Мне, наверное, нужно показать это капитану в первую очередь, а не этому гомосеку. Да понятно. А, колода теплая. У меня был другой перевод. Когда подходишь к нему, он мне говорил, моя палуба все еще теплая. Я говорю, что за палуба? О чем он вообще говорит? Так. Да понятно. I saw him coming from his office. That's the opposite direction of the marketplace. Ну, наконец-то. Nico, is it? And the off-worlder. Дагон Гент не мог убить капитана Сулио. That's a bold statement. I assume Что-то you have ржешь, some sort of Райкин. proof. Ника может объяснить это. Блин, да голова может объяснить, а не этот странный чел. It was a prosperous night. That should do it.
We still don't know who killed Sulio, but this will greatly assist our investigation. Капитан Черепаха. You have been ordered off this investigation, Captain. I hope you can explain. I had nothing to do with this, sir. This citizen found information about Captain Sulio's murder. It's material to the investigation. We've already got our man. Sulio and this Gent were fighting the night she was murdered. He had ample motive. Они не дрались на самом деле. Завсегда-то и Кантина могут поручиться. Have you read the report? Some of the things Sulio called him were vile. Sulio and Dagon clearly hated each other. Черепаха, да из тебя хреновый Шерлок, ей-богу. Вы говорили с кем-то в баре? Другие смогут подтвердить, что они были хорошими друзьями. Why, you little... Friends would not carry on in such a man... It's absolutely true, Major. I was a friend of both of them. They've done this dozens of times. Bahima, the bartender, can confirm it, as well as half a dozen other people. They were an odd pair, but they certainly didn't hate each other. I see. But there's still the fact that he was right there at the scene of the crime. Ох, Черепаха, ты меня начинаешь раздражать. Были и другие. Какие-то старьевщики растащили служебного дроида за пару минут. Не, ну давайте... Это правда, Ника видел, как он выходил из... So what? What matters is who was there first. An eyewitness said he came from his office almost immediately. The only thing that matters to me is that he was within blaster range when Sulio was killed, and he didn't... Он пришел из офиса, но запись убийства показывает, что выстрел сделали с противоположной стороны. You have a recording? Well, I'm sure you're just misinterpreting. I've seen it myself, Черепаха Major. меня бесишь. Nico isn't the only one that spotted Dagon coming from his office. It really can't be Dagon Gant. The real killer is still loose. Very well, Captain. Set Gent free, then. But if later it turns out that he did do it, it's gonna be on your... Совершенно полоумный идиот. The men will be working on getting Dagon Gant out right away. The Major sure isn't happy. You're quite a team. Together, you got the Major to back down. That's no small... Майор явно не хочет, чтобы Дагона объявили невиновным. The investigation has been handled at the highest levels. I've heard there's been some concern about that. With Dagon free, I don't know if the investigation team will find another suspect. They haven't been as diligent as other investigators. Что ты хочешь сказать? I'm not gonna say anymore. Probably said too much already. If you head over to Dagon Gant's office, some men will bring him there short. Thanks for clearing this whole thing up. I could tell that we really need to patrol that sector. Так, ну хватит меня переносить туда-сюда, я и ногами могу дойти. Надоели уже. Блин, а? И такий профессор Ксавьер, только без коляски и Сандерона. Мандалор сказал, что ты можешь выручить меня. Я должен войти в контакт с кем-то из дворца. Been several assassination attempts on Queen Talia. That place is locked tighter than a Hud's fall. I know a few people, though. Who do you need to get in touch with? Магистр джедай. A Jedi Master, you say? Now that is interesting. It's quite a bounty in Jedi these days. Not that I'm looking to collect, but if there's a Master there, I think I know who it is. Ну так ты можешь связаться с кем-то из дворца? There's a slight problem with that. I know you don't want to hear that since you went through all the effort of springing me out. The thing is, scavengers have already looted most of my stuff. Most of it's garbage anyway, so I don't care too much. But I did have a couple of encrypted holodisks that they nabbed. So here's the punchline. I need those disks because they have some contact information on them. People I know you don't just walk. У кого они были? Kel's gang pretty much owns this street. From what I hear, she's the one to clean. She's in the local cantina most days. Just get me the... Ясно. О, мне дали световой меч. Световой меч, зараза.
Пойду сейчас кому-нибудь яйца там отрежу. В этой контине. Так, тут ничего не надо делать. Я к тому, что они меня переносят каждый раз. Начинает это напрягать. Потому что я хочу сдать квест по поводу убийства капитанов до того, как мы встретимся с Дагоном и поговорим в контине вообще. А они мне не дают. Так, ну сейчас заодно визу подрежем здесь у этой падлы. А потом уже сбегаем туда до того, как к Дагону пойдем. What do you want here, Offworlder? The room is taken. А жопа у тебя не треснет. Я бы не использовал такой тон по отношению ко мне. Those words will be your last. Отлично, даже не пришлось с тобой долго базарить. This will teach you. Идиотка. Такс. Что тут у тебя есть? О, отлично. Отличненько. Да давай отлипни уже, что ты встал-то? Что за прикол стриптиз смотреть в виде голограммы? Ну, это не стриптиз, это вообще непонятные танцы. Чего там прикольного, они даже не раздеваются. По-моему, больше порнухи в танцах этих твилеков в сериале «Звездные войны», чем здесь. Так, в некоторых сериях там есть. Если память не изменяет, в одной из серий даже и вовсе голая танцует. Ну, как-то ее так показывают мельком на фоне диалога, она так скачет, периодически в кадр впрыгивает и опять куда-то упрыгивает. Че, в фильме не смогли нормально показать этих твилеков, странно. Он биовара по поводу... Так, где этот киф-то? По поводу своих синекожих девок. На каждом шагу их показывали. А, но она уже открытая, да? Она уже открытая. Это открытая виза, и это означает, что ее можно использовать, может или не использовать кто угодно, да? Точно? Проверяем еще раз. Точно все. Ну ладно, Кайф. Я буду звать тебя Кайф. Так, все, без всяких там быстрых переносов меня куда бы то ни было. Своих двоих. Я не помню, вроде этого достаточно, чтобы привлечь внимание этого генерала и показать ему, что мы на его стороне. Что от этого зависит дальнейшее продолжение и развитие сюжета. То есть в зависимости от ваших действий, вы либо на стороне Ваклоу, либо на стороне королевы. С королевой нам не по пути. You're back to visit me. So all 3 captains have been removed from their posts. I will let my friends know of your able assistance. I'm certain we can return the favor at some point in the future. Отличненько. Отличненько. Кого запороть? Listen, let's keep this brief. I've probably lost... I don't see how it could get worse. But the galaxy has a funny sense of humor about... И чего ты мне это говоришь? Я же с тобой вообще не заговаривал, даже просто мимо бежал. Так, на всякий пожарный. Captain, you're... Чтоб все сработало. Thank the four moons. Hurry, children. That was a noble thing you did. I hope she and her family... Ненавижу. Светлую сторону. I'm here. Вот она опять, смотрите, стала черной, да, вроде как ползунок пополз вниз, но при этом через какое-то время... Слушай, да отстань ты от меня, блин, Райкин, ты что, больной что ли? Вот домогается до меня все. Я тебя вообще не трогаю. Сейчас, наверное, перейдем в другую локацию, и она опять станет белой. Что это за хрень непонятная? Непонятно.
Так, вот мы подошли к развязке вступления, скажем так. Ну, они даже не вступление уже было. К развязке первой половины квеста на Андероне. То есть сейчас после этого нам нужно отсюда будет спешно валить обратно на Луну. Так что сохранимся как следует. Еще раз. Да, твою мать, сохраняйся ты нормально. Have you found the encrypted holodeck? Что за хрень? Че все начинают разговаривать со мной до того, как я нажму? Great, go in there. With these, I'll check my contacts at the palace. I should be able to get a meeting. You got anything you need to take care of in the quarter, you best do it now. You're dealing... If things go bad during a meeting, you may not be welcome in ISIS anymore. Perhaps never. Yeah, I'll get on it. Just grab a cot and rest a bit. Once they get a meeting time, I'll let you know. Давай, не затягивай, чел. Сделаем это. Is this meeting a trap? I can't afford to lose you, especially given recent events. Господи, какой же ты подъюбочный ублюдок с этой королевой. Is this necessary? I can guarantee your safety in the palace, but outside these Спрятался walls, под the юбку general has королевы, many men вместо that того, would чтобы do делом anything for заниматься. him. Джедай хренов. But I feel something. There is a disruption in the force. I must investigate this. Нарушение он там чувствует But please, какое-то. be cautious. Aren't I always? That's what I was afraid you'd say. Well, the meeting is on. Head straight to the cantina. You guys should be in there. Давай. No offense, Перенеси but опять I hope I меня never see you again. по-быстрому туда. Дойти опять не дают. You must have gone through a lot to arrange this meeting. The palace is at full battle readiness. Smuggling in a message is no small task. У меня собственные методы, магистр Ковар. Kavar, the famed Jedi Guardian. The Mandalorians counted on the fact it would be you, not Revan, who would lead the Jedi against us during the Mandalorian Wars. I wonder how we'd have fared against you. I thought you were killed fighting Malak during the Jedi Civil War. It seems my former student keeps curious company. Strange times lead to strange alliances, though. I have my ways as well. Why are you here? I imagine that you hold little love for any on the Jedi Council anymore. Even an old friend. Кстати говоря, Мандалор не зря упомянул. Вообще, по идее, изначально командовать должен был, да, он, а не Реван. Но так вот сложилось. Он куда-то там осел, не туда. Я не помню. В общем, в итоге стал командовать Реван войсками Республики. А мандалорианцы, да, рассчитывали, что командовать будет он. Ну, конечно, если бы он командовал, то Республика проиграла бы. Я хочу знать, почему я был изгнан из Ордена джедаев. You have to understand that it was a time of great uncertainty. We just learned that Darth Revan was back with an armada. Every Jedi that went with him was lost, corrupted, and as dark as their master. And then there was you. Many thought you were a spy, but there's more to it than that. And I think you deserve an explanation. Am I interrupting? In orbit, I thought for sure that the Ebon Hawk was mine. I was certain, only to see you slip through my fingers during the battle. Imagine my delight to discover you were on Isis. Quite careless, if you ask me. Get them, men, and watch your aim. Civilian casualties cause a mess of paperwork. I must return to the palace. I'll get word to you when I'm able. Run! What have you done to my man? Blast! Men, take care of him. I won't let Kavar escape. We must prevent the civilians here from coming to harm by our battle. Так, ну вот это последняя, по-моему, возможность поднять с ней отношения. Да, конечно, это даже не обсуждается. Stop the fighting! Stop! Sergeant, take care of the witnesses. I'm sorry we had to do that. Как ты смеешь прерывать мою встречу с Коваром? Ты лишил меня шанса убить его. Appearances have to be maintained, and I'm afraid we don't have much time. You've helped out General Vaklu, and he understands how to show gratitude. We have allies, terrible allies. They want you dead.
However, the General believes you could ultimately be an even greater ally. But we have to maintain appearances. Do you understand? Значит, вам придется разыграть попытку захватить меня. Exactly. That way they're satisfied that we are still loyal to them. I assume you want to know more about our ally. There is little we know about him. Or her, even. It's a Sith Lord. No idea of the name. Frankly, we had no idea who we were dealing with at first. And by the time we did, it was too late. Думаешь, я поверю, что это все, что тебе известно? What I have told you is true. We only deal with their intermediaries. We know it's a Sith Lord, but little else. We need your help. The General believes we can make a new alliance that will be in both of our interests. Vaklu wants to control all of Onderon, and perhaps more down the road. The Republic's time is nearly over, and strong men like him will rule the age to come. You have shown that you are strong too, and he feels it inevitable that you become a force to be reckoned with. We'd like to ask your assistance in dealing with our ally, the Sith Lord. We have much to offer in return. Короче, такие моменты ощущаешь себя нереально круто. Прям такие, знаете, как эти заговоры плели Палпатин и Духу. Короче, объединяя всех вот этих врагов республики. Единственное, что все это портит, это блядская идиотская музыка на заднем плане. Прямо вышибает из атмосферы. Расскажи мне об этой сделке побольше. Eventually, we will attack Queen Talia's palace. Isis is an ancient city filled with artifacts from our darker past. Some of those might be especially useful to you. Besides, the Sith Lord wants you dead, and an enemy of our enemy. Как это сработает? For now, it's simple. We have to act like you're our enemy. When you leave this cantina, my men have orders to kill you. There is no way they could possibly stand up to you, but they don't know that. Leave Isis, and don't come back until we send a message for you. If the payment I've offered you is insufficient, I assure you General Vaklu himself can offer you a satisfactory deal. You must make a choice. Will you support us or the Queen? Vaklu is a political animal, but he has never backed out of a deal. The Sith must have changed their arrangement substantially for him to consider betraying them. You can trust his offer. He's far more capable than Queen Talia is. I think allying with him is the best course. Я не чувствую в этом предложении двуличия. Credibility is important in Onderon politics. If he betrayed you and betrayed the Sith, his reign would be a short one. Я буду сотрудничать с генералом Ваклу. Excellent. You won't regret this decision. We will contact you, like I told you. The men outside will try to kill you. We will talk later. Так, ну, понеслась, как говорится, моча по трубам. Будем резать и кромсать. И пукольники всем рвать. Начнем с тебя, чувак. Иди ко мне, мой хороший. Блин, надо меч второй улучшить. А вообще еще нужно, помимо всего прочего, лучше вот этот вот удар использовать. Мне как больше нравится. Кстати, заметили, по-моему, у каждого класса своя разная, вернее, свой разный стиль боя. То есть разные виды удара он по-разному исполняет. Например, у воина, когда нажимаешь, он по-другому машет, не так, как здесь. Это вот конкретно стиль, ну, консула. Интересно, да, им людей, что ли, своих не жалко. Ну, в принципе, понятно, да, нужно соблюсти всю видимость, но все-таки. Сколько народу мы сейчас перебьем, пока будем выбираться отсюда? Такс. Ну, я смотрю.
что мы все задания выполнили дополнительные. Да, все-таки, как ни крути, а бой ближний не конек консула. Даже с той прокачкой, какая у меня есть, все равно он очень часто удары пропускает. Но тут уж ничего не попишешь. Здесь так сделано. Вот. Я не помню, насколько соблюдали вот это вот. Ничего, ничего, офицер, просто занимайтесь своими делами. I see, but I could have sworn I heard something in the West Square. Oh, carry on, citizen. Спокойно, чувак, спокойно. Все пучком. Я говорю, не знаю, насколько этот принцип соблюдали в первой части, то, что маг не силен в ближнем бою, но силен магией, и наоборот. Воин-то был силен-то. You know what to do. Он так часто не пропускал удар. Let's do it. Get him. This will teach you. Идиоты. This will teach you. This will teach you. Порубили всех на тряпки. Так, в это уровень. Что тут у тебя есть? Поднимая уровень, хотя не знаю, станет ли она ситхом-то или нет, когда мы вернемся. А давайте оставим ее вообще уровень на всякий пожарный. Если не станет, то хрен с ним, подниму потом. Один лишний уровень я оставлю. На возможность этого самого поднятия. В общем, сейчас по возвращении будет видно, если был ли, вернее, какой-то резон от того, что я поднимал отношения с ней, или никакого резона не было вовсе. Так, ну почему каждый раз, когда я сюда заглядываю, все уже прокачано? То есть до последнего уровня надо что-то другое качать. Не помню. Так, давайте скорость качаем. Кстати, по-моему, она играет роль во время боя, например. Можно кастовать еще эту защиту. Просто я до такой степени не заморачиваюсь. Все это всплывает, когда ты дерешься с кем-то сильным, очень сильным, а в последнее время что-то какие-то лохи попадаются. Ну, сейчас сильные начнут появляться. Когда мы будем исключительно с ситхами драться. Потому что все к концу идет, а там только одни ситхи и будут нам попадаться. И уже начнут валом валить именно ситхи с мечами, с лазерными силой, а не просто ситхи-убийцы. Ну, шарахнешь. Каким образом ты вообще побежал-то, я не пойму. Я, блин, нажал сменить оружие, он нахуй черт бежит к нему, зачем? С критическим ударом причем. Я же не нажимал критический удар. Все, угомонились все. Блин, не то. Это плохо, что на одной кнопке приходится переключать по 100 раз. Да, беги. Угу. Больше нам тут делать нехрена. Но нас опять, судя по всему, встречает этот чертовы роботы. Как они уже достали, а? Да. Почему из них никогда ничего не выпадает?
Они вроде не сказать, что слабые противники. За них что-то должно выпадать хотя бы поинтереснее. Так надо сохраниться. Самое главное, сейчас же опять вышибающая заставка. Как я их люблю, вы просто не представляете. Да, конечно, хочу. Конечно, полетели. Sounds like you have a lot of traveling to do. So do I. I'm going with you. The Sith have taken a particular interest in you, and you could use an extra blaster. I've been meaning to leave Duxon to look for other Mandalorian clans anyway. Это альтруизм? Мне казалось, тебе его нет. I don't have it in me. It's a matter of self-interest. The Sith aren't known for sharing power. If the Jedi Order is destroyed for good, it's inevitable that the Sith will dominate the Republic, and then my people will be eradicated or enslaved. Helping your cause is a matter of necessity. Mandalorians helped Exar Kun during his war. We know firsthand how we fare in the service of their like. But that's enough for now. We'll have time. Exar Kun вроде как был падшим джедаем, а не обычным. When you're ready to depart, we can ask the guide here to take us back to the ship. Так, что, все? Здесь больше делать нечего. Здесь какой-то пустоватый лагерь. I don't think you'll be able to return to Isis anytime. Even a Jedi couldn't defeat an entire... Ну, знаешь, это смотря какой джедай. Да плюс я и не джедай вовсе. Эти ситхи-лорды, блин, которые в состоянии, знаете, всю планету умертвить. Тут даже о армии-то речи не идет. Речь идет сразу о миллиардах людей. Так, судя по всему, это продолжение той атаки, которую мы наблюдали, когда отбывали, вернее, на планету. Вот, продолжается. Кстати говоря, теперь можно подломить ту дверь, потому что он теперь не будет бычить по поводу этого. Тут даже какая-то занятная перчатка оказалась, надо же. Стоит, короче, так спокойненько наблюдает, как мы его хату обносим. Так, ловкость 5. А это что дает? Телосложение, регенерация 1. Фигня. Ловкость, внимательность, мудрость. Так, ловкость свою я оставлю при себе. Че у тебя там, подруга-то? Физическая сила 5, да? Ой, промахнулся. А у тебя че? Ловкость 1. Возьми вот эту ловкость, тебе с мудростью все равно не нужна. Что-то я не помню, а тебе так уж прям сильно нужна эта физическая сила. Ловкость 16. Давайте лучше это вот напялим ей, а физическую силу кому-нибудь другому дадим. Потому что, ну ладно, вот так вот более-менее сбалансируем. Плюс мудрость пригодится ей, если вдруг получится. Ну, если и когда получится, как обычно говорят, сделать из нее ситха. Так, что там было-то? Мудрость, сопротивление силе. Давайте лучше... Хотя ладно, пусть будет это. Так, ну что, давайте выдвигаться к кораблю. Здесь больше ловить нечего. Можно, конечно, пробежаться там еще чуть подальше. И где-то там еще должна вылезти группа этих упырей.
С них, кстати, иногда что-то дельное выпадает. Или все, больше никого нет? What do you want? What do you want? Они голоса коверкают все время. Word has spread that you have defeated Braylor. The story of that battle will be told in our clan for years to come. Так, с кем там нужно было поговорить? Your ship's pilot and gunner are both skilled. You destroyed many underrun fighter craft in the recent space battle. Ready to head back to you. Погнали. Сейчас не опять какая-то болтовня. Вечные кат-сцены. Стоит только заползти на корабль. Мы только что пришли из лагеря мандалорианцев. Чего хочет Келборн? I received an urgent communication for you from Colonel Tobin. Return to the camp as soon as possible and I will tell you more. Ладно, 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 ладно. Что ты делаешь? I dreamt of Malakor. I remember the ships, the last stand of the Republic. The tattered remnants of our fleet, the largest we could gather. But it was damaged, weakened. Господи, как мне его голос раздражает. Mandalorians couldn't resist. They tore into us like beasts, shredding our ships to Почему он scraps as we шепотом fought говорит? back. Не могу Yet this понять. time there were no reinforcements for either side. Revan had been delayed out system by Mandalorian scout ships. By the time he arrived, it was too late. And beyond Malakor, there were no more Mandalorians left to die. I remember standing on the bridge with you and watching the destruction of the Republic. Watching ships full of soldiers and Jedi burn and die. I remember the look you had when you turned to me. It was the longest you'd ever looked at me. You didn't say anything, just a nod. Events moved quickly then, even in my dreams. Flashes, explosions, you falling. I could feel the pain around me. And then the memory. The drifting hulks of the Mandalorian ships, the dead, allies, friends, strangers. And then the echo, lingering, the sound I awakened to in my nightmares. Они должны были погибнуть. Выбора не было. Blame lies with me for creating it. The situation forced your hand. Anger forced mine. Если тебя проклинают за его создание, то меня проклинают за его использование. You realized that unless action was taken, the fleet would be destroyed and the Republic would fall. None of us realized the magnitude of what we unleashed. So you fought against the Mandalorians in the war? I was part of the war effort, yes. I worked as a technician, though. But you fought on the front lines. To a Mandalorian, there is honor in that. I could do without your Mandalorian honor. I saw the results of your honor. The absolute destruction your warriors brought. And look at them now. Mandalorians are little better than mercenary thugs. And what's honor to someone like that? All they care about are credits. If I were you, I'd pick your words more carefully. Но не будем думать о прошлом, нужно работать вместе. You fought for no cause other than to spread suffering and pain to the people you conquered. Maybe that's what it looked like to you, but that isn't why we fought. We fought for honor and glory in the heat of battle. You did nothing but murder innocents. The Republic took us too lightly. We wanted to face the full force of their army. We had to goad them to fight. That's exactly what I'm talking about. If you ask me, you Mandalorians just got what you deserved at Malakor. Defeat is part of a warrior's life. We will recover, stronger than before. Doesn't it even bother you that your people were almost destroyed? Or do lives have no meaning to you? People die in war. Well, I'm glad to have you guarding my back.
Давайте оставим прошлое в прошлом и вернемся к работе. Fine by me. То они тут будут без конца тарахтеть. Я помню, в первой части с ним без конца членом мерился Карт. Здесь Балдур. По поводу того, что ой, как можно сражаться только ради чести. General, what is it? С тобой все в порядке, Балдур? Traveling with the Mandalorians. It brings back too many memories. Don't worry about me. I won't cause any problems. But if Mandalore steps out of line, I'll put him out the airlock. Мандалор не представляет для нас опасности. You're right. I'm just not used to the idea of fighting with Mandalorians. Was there something you... Yes? Query. Is the statement. Statement. Интересный вариант. В чем проблема? Query. I must express some degree of confusion concerning your actions. You are the one who followed Revan in the Mandalorian Wars, are you not? Да, а что? Observation. Well, Master, I was not at Malachor 5 during your near-genocidal reaction to the Mandalorian threat, but I feel that I may have been constructed as a result of that. Может, объяснишь? Observation. I believe that Revan determined that mass slaughter on such a scale may no longer be needed to achieve his aims. So perhaps you are responsible for my creation. Как будто я твой папа. Answer. Oh, please, Master. Even as a metaphor, that idea is repugnant. You are a gland-driven meatbag, while I am of superior droid construction. Clarification. I meant that I was built as a result of the need for a... Значит, тебя создали во время Мандалорианских войн? Answer. No, Master. I was constructed shortly after the beginning of Да the я знаю, как тебя Jedi создали, War. просто здесь нет варианта нужного, выбрать не из чего. На кого тебя нацелили? Answer. Well, Master, unless you were operating on my central control cluster, I would be somewhat hesitant to discuss my targets. But I suppose it could do no harm. During the Jedi Civil War, I was responsible for certain strategic targets. For some reason, Revan did not feel that the Republic presented much of a military threat. Aside, I am somewhat unclear as to why this was so, but Revan did have a certain biological instinct regarding such things, so I will simply say that there were probably reasons for such an assessment. Почему Реван не считал, что республику надо бояться? Answer. А, собственно, не надо бояться. That is a somewhat complex question. Besides, I'm still evaluating your tactical and psychological threat to me. Perhaps when I have completed my analysis. А на чьей стороне ты сражался? Answer. Oh, Master, please use your imagination. I am an illegally constructed assassination droid designed... Да знаю я. Кто были твои жертвы? Answer. Well, Master. А, ну да, опять мы возвращаемся к тому же. Statement. Yes. Query. Is... State. Statement. О! Master, наконец. that is a question that has an extremely complicated answer. You see, I do not believe my master knew who he was most of the time, which led to some confusing situations that could have otherwise been avoided. Не совсем понимаю. Clarification.
Suffice to say that my master had his ups and downs, and, in my opinion, traveled from a high point in his life to a low point, and then back again to his true potential. He could be a merciless, efficient killer when the need arose. It really made my behavior core glow. And even as a meatbag, my master still had some remarkably efficient droid-like qualities which I admired. He, too, suffered memory problems, as I did. Проблемы с памятью? Statement. Oh, yes, master. As indicated upon my reassembly, my central control cluster is damaged, making recalling my previously stored assassination protocols difficult. I hope that over time I shall eventually reach the status and skill I possessed before I was damaged. Какое твое последнее воспоминание, блин? Мы опять начинаем, что ли, по-старому, как в первой части. The last thing I remember is having my core wiped from the last 5 years. I believe my master was responsible. Почему? Answer. Even with my memory impairment, I recall that my master was about to embark on a dangerous journey. Conjecture. I believe there was something about my master's destination that he did not wish me to know. Ты в порядке? Answer. I am somewhat disappointed that my master did not choose to take me along, of course. Wherever my master traveled, destruction and death were assured. Speculation, but I suspect I was not the only one left behind. So there is some satisfaction that the disrespect was spread through the rest of his whiny, simpering meatbag allies. Ноющие? Statement. Oh, yes. My master had quite the collection of tortured individuals that seemed unable to confront their basic personality conflicts. Let me cite some specific examples. Mockery. Oh, Master! I do not trust you! I cannot trust you or anyone ever again! Mockery. Oh, Master, I love you, but I hate all you stand for. But I think we should go press our slimy, mucus-covered lips together in the cargo hold. Conclusion. Such pheromone-driven human Вот этого я не слышал. Ну, первый это карт был, второй Бастила, я так понимаю. I am pleased that this does not seem to be the case with your current entourage. Да, ну. Statement. Yes, well, enough of that painful stroll through what remains of my memories. Was there something else you wish to know? Нет. Забавно, забавно. Вот это, я говорю, понимаю, дроид. Это, по-моему, со времен вообще создания вселенной Звездных войн самый прикольный дроид, которого придумали вообще в вселенной. Самый убогий, конечно же, это C-3PO. Твою мать, подруга. Ай, готов тебя башкой шваркнуть об переборку. Только очки влияния, блин, профукал, который мог получить, например, с этим НК до конца его раскрутить. Сейчас бы узнали по поводу жертв. Пиздопроебище, блин, белобрысое. Yes. Have you come with questions? Короче, вот вам совет на будущее тем, кто не проходил и будет проходить такую же версию игры. Ни в коем разе, ни под каким видом не говорите с Визас до того, как не превратите эту белобрысую стерву в джедая или ситха, в зависимости от того, за кого вы играете. Потому что после первого же диалога с Визас у нее отношение подскакивает почти на максимум. Так что вот единственный вариант. Я почитал. Да, там совет был на одном из форумов, что не говорите с Визас до того, как не раскрутите ту и не сделаете из нее джедая. Я этого не знал, потому что этого я раньше не видел. Это все добавили с вырезанным контентом. Теперь знаю. That is something we will leave until we possess a lightsaber. Че за бред? Я вот понять не могу. А, подождите, у меня же не в руках лазерные мечи-то. Yes. Very well. А, вот этот вот должен быть момент битва с Визас. Из вырезанного контента вычитал. Я все удивлялся, почему его нет. Надо работать проезд. Your lightsaber, give it to me. I shall die before it passes from my hands. Your lightsaber, give it to me.
The crystal I took from the condensed mist sunk it. It is adequate. You are young, your energy for such things surpasses mine, and your skill is enough that you may teach him the basics of the weapon. There is much that he has forgotten. There's only so much I can teach him. That fact did not escape me. Now, try to kill her with the single blade. Этот факт не ускользнул от меня, наверное. Правильно перевести фразу. Опять намек на отношения их, которых пока нет. Почему одна рука? Because you may not always have your right hand. Now do it. Ну, потому что у тебя нет руки, да. Ну, тогда начнем. Хотя, ладно, давайте. Готовы, Визус? This is no Ichani etiquette ritual. Do not ask her. Attack her. Да какая разница? Я уже поднял с тобой отношения достаточно, чтоб все у тебя расспросить, так что можно и потерять с тобой сколько-нибудь очков. С удовольствием. Почему у меня меч отобрали? А, можно лечиться, что ли? You have disobeyed me. I said single weapon, no force powers. А. You have Слышь, ну тут, блин, читерить-то тогда не надо, она лечится, а я не могу лечиться. А, только меч, то есть вообще никакой силы я не имею права использовать. Интересно. Слушай, да завязывай лечиться-то уж так нечестно. Опять лечится. Слушай, Визус, я ж тебя выкину с корабля нахрен. Больше не будешь говорить «моя жизнь для тебя», если не проиграешь. Или это так задумано, что я должен проиграть? Ну здоровье восстановите мне, идти ее мать. Или это так задумано реально? Мне не дают здоровье восстановить, мне не дают ничего вообще. Ты меня уже начинаешь бесить. Давай, дерись, пока не победишь, как говорится. Я не знаю, кто больше меня раздражает, ты или она. Да никто не сдался, идиотка. Я не могу, блин, ну что такое-то? То есть нельзя восстановить здоровье. И как не победить? А можно высосать. Или это тоже считается за... Да пошла ты, блин, нахер. И в чем прикол-то, я не пойму. Как тебе победить? Или она решила меня задрачить до смерти? Наконец. No. Let us see what you can do when your hands and mind are divided. No force take. Let it flow through you. Let the force. Grab your weapons. Это, конечно, самое странное обучение, которое было, блин. Grab your weapons. Походу реально так задумали, что тебя несколько раз отдерут. Now. Divest yourself of your weapons. You, blinded one, you will keep yours. Let us see what you can do when you have no weapons. Потом, может, мне еще раздеться и попробовать уже без оружия и голышом ее одолеть. В стиле Ичани. Серьезно, походу так задумано. Что ты должен несколько раз проиграть. Типа ничего просто так не бывает. Нельзя, главное, диалог закончить, нельзя проиграть. Интересно сделали. Отлично. Оба отделанные, как есть. Зато довольные, да? Так. My life. I will answer.
Так, ну все, пора заканчивать. Что-то подзатянулось слегка. В следующей серии закончим болтовню. Тут еще с кем не закончили, с кем можно поговорить, я не знаю. И отправимся. Расстроила меня служанка, очень расстроила. Стерва чертова. Столько возни, нахватал очки светлой стороны, и ради чего? Обидно. Теперь, наверное, не получится до конца, ну, в смысле, до конца игры опуститься полностью на темную сторону. Хотя, может, и получится. Хотелось посмотреть. Что-то у него лицо не видоизменяется вообще. Я помню, он как-то становился прямо страшным. А здесь что-то никак у него не получается страшным стать. Не то чтобы я это хотел, но все-таки. Надеюсь, вам интересно было посмотреть эту серию. Подписывайтесь на канал, если не подписаны, ставьте лайки, комментируйте, заходите, вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка на канале. Все, спасибо за внимание. Пока.